Я был молод и неопытен. Война пришла нежданно. От короля не было вестей. Страна разваливалась на глазах. Людей резали, как скот. Горели дома. Плодородные поля сменялись пустошами. Скоро война пришла и к нам. Люди готовились защищаться, как будто могли на что-то надеяться. А мой лорд наблюдал за всем этим и ждал неизбежного. В глубине души я знал, что моего лорда ждет поражение. Но для меня война только начиналась. Эпоха бесконечных войн и честолюбивых замыслов. Stronghold 2. Твой дом, твоя крепость. Воодушевляет, не правда ли? Захотелось самому встать, взять в руки щит, меч и ринуться в бой. Рад приветствовать вас в своих поместьях, достойные мужи и дамы. Давно не было роликов для обладателей слабого компьютера, да и вообще контента по достойным играм. Я намерен исправить эту ситуацию. В этом видео речь пойдет о Stronghold 2, выпущенной в 2005 году все той же студией Firefly, что и первая Цитадель. И хотя она не стала такой же легендарной, как те же Крестоносцы, она заслуживает внимания. Кстати, на движке этой игры с некоторыми изменениями была создана игра Stronghold Legends с фэнтезийным сюжетом. Но об этом мы поговорим как-нибудь потом. А сейчас давайте я проведу вам экскурсию по второй части. Сюжет возвращает нас в средневековую Англию, которая вновь воссоединилась под властью короля после сражения с герцогом де Вольпе по прозвищу Волк. Сэр Лонгорм и наш главный герой из первой части ушли на заслуженный покой, а нам в руки вручают нового протагониста по имени Мэтью Стил. Сэр Вильям делает нас своим пажом и обучает, а через всю игру нас ведут два помощника, которые являются подчиненными сэра Вильяма: Том Симпкинс, который дает советы по экономике, и Констебль Брикс, дающий советы в военных вопросах. В целом геймплей не ушел далеко от своих предшественников, а лишь претерпел ряд нововведений. Например, появилась честь, а раньше была только репутация. Но в отличие от нее, честь — это расходуемый ресурс, необходимый для найма армии, постройки зданий и повышения вашего титула. Без чести вы сможете воевать разве что грязными крестьянами с вилами, а это ни к чему хорошему не приведет, уж поверьте. Эти бестолочи с трудом способны сток сена проткнуть, что уж говорить о 90 килограммах мяса, закованного в непробиваемые латы. Честь добывается за проведение рыцарских турниров, пиров, устранение преступности и за многие другие действия. Так как вам нужно регулярно устраивать бал и танцы, появился ряд новых производственных строений, таких как свиноферма, огород, пруд и виноградник. Все эти постройки производят продукцию для кухни, на которой готовится пища, достойная благородного правителя. Холопы не смеют прикасаться к столь изумительному кушанью, ясное дело. Они питаются все той же едой из амбара. Также появились бегающие по городу крысы, от которых также стоит избавляться, чтобы репутация оставалась на положительном уровне. Преступность вышла на новый уровень, ну и борьба с ней тоже. В более ранних версиях, если из амбара пропадала еда, то тебя просто ставили в известность. Милорд, кто-то украл еду из амбара.
ты ничего с этим не сделаешь, смирись, лошара. Во второй же части преступника можно поймать и наказать. Разумеется, для этого также появились сопутствующие постройки. Расставьте стражу по всей территории ваших владений, и как только она заметит, как неблагодарная скотина учиняет беспорядки, тут же его схватит и отведет в темницу. После чего судья вынесет приговор, и палач отведет грешника на плаху, виселицу, колодки или любой другой развлекательный аттракцион за счет заведения. Таким образом, предметы казни перестали быть просто устрашающей декорацией и приобрели практическое применение. Благодаря всем этим новым фишкам и переходу на 3D-графику, вследствие которой значительно улучшилась визуальная составляющая всего происходящего, атмосфера внутри замка выглядит очень живой и создает неподдельное чувство насыщенной социальной жизни. Крестьяне трудятся на полях, лесорубы валят деревья, мы кушаем и танцуем на балу. Невежды совершают преступления, стража их ловит, судья судит, палач на плахе говорит, что так делать нехорошо. Ну и потом выносят ведро с мусором, стригут овец, шьют из их шерсти изумительные наряды. Винодел топчет грязными ногами виноград, чтобы сделать потом превосходное вино с нотками грибка стопы. Какой чудесный букет. Прекрасное вино. Так о чем это я? Ну вот, я забыл. Ладно, неважно. Принцип введения экономики ничем не отличается от предыдущих частей игры. Добавился лишь ряд новых ресурсов. Стратегия войны также осталась прежней, даже юниты остались те же. Просто теперь для их найма нужна честь. За исключением крестьян с вилами, о которых я упомянул ранее. Также войска стали более организованными. Появилась возможность выбрать построение. Колонну, ребята! Колонна, шеренга. Шаг змеи. Да, шаг змеи. Шаг волка. И шаг волка, кувырок свиньи, колесо гуся, сальто бегемота и прочее. У рыцарей появилась возможность воевать не только верхом на коне. Можно спешиться и продолжить битву на своих двоих. В первом Стронгхолде не было лагеря наемников, его добавили в крестоносцах. И поскольку он заполучил любовь фанатов, его решили оставить и во второй части. Разница только в том, что действия в крестоносцах происходили в пустыне, следовательно, все наемники были арабами. А во второй части нас вернули в Англию и ввели немного разнообразия на рынок головорезов. Арабы тут тоже остались в виде ассасинов. Тех самых, что любят ползать как змея и шагать как волк. Дух ветра. И, видимо, пердеть еще. Немытые разбойники, плебеи и негодяи. Ты нарываешься. Это я не про вас. Я про других разбойников. Вы хорошие разбойники, лучшие бандиты в мире. Вы кто-то вроде Робин Гуда. Я понятия не имею, кто это, но уверен, он превосходный мужчина. И, конечно же, викинги с большими топорами, рыжими бородами, стальными яйцами, грязными ногами и тупыми мозгами. Вперед и назад! Вперед и назад! Это он про патрулирование, если что. Лорд тоже стал полноценной функциональной единицей. В первой цитадели он был амебой, которая 50 лет сидела на крыше своего замка и никуда не выходил. А тут он пляшет на балах, может оседлать коня и лично повести армию в бой. А когда запахнет жареным, вернуться в имение, ведь его смерть означает проигрыш. Неспешно прогуливаться по своим владениям, наслаждаться жизнью и вступать в лошадиный кал. Это не шутка. Тут и правда периодически на улицах появляется дерьмо. И если с этим ничего не делать, то вашим оппонентам не придется даже осаждать вашу твердыню, ибо люди задохнутся от собственного говна. Так что стоит строить выгребные ямы, назначать ответственного грязнулю, который будет ходить по городу и убирать экскременты различного происхождения. И одно из самых важных изменений, на мой взгляд, случилось с каменными стенами. Отныне их можно разрушить лишь с помощью осадных орудий. Это логично, это правильно, так и должно быть. Ибо странно было наблюдать, как в первой части к стенам, выстроенным в 4 ряда, мог подойти сутулый копейщик и проковырять своей зубочисткой брешь и проникнуть в город. Это, по меньшей мере, странно. Теперь на это способны лишь катапульты, трибушеты и тараны. А благодаря 3D-графике разрушение стен от снарядов выглядит весьма эпично. И в целом весь процесс осады и обороны замка выглядит очень зрелищно. А новая функция при защите в виде возможности сбрасывать на головы осаждающих груды камней и горящие бревна
делает зрелище еще более привлекательным. Да и сами стены, башни и барбаканы стали куда более массивнее благодаря этой графике. Также появились нейтральные владения, которые живут своей жизнью. Их можно захватить под свой контроль, дабы государство имело больше прибыли. Но даже после захвата особо не придется вмешиваться в работу поселения. Оно продолжит существовать автономно. Все, что будет требоваться, это время от времени отправлять туда повозку для торговли. И обеспечить ему достойную защиту, так как враги могут с легкостью аннексировать территорию, которую не защищают. А что касается режимов игры, они остались прежними. Сюжетная кампания, осада или оборона замка, путь завоевателя, экономическая кампания, свободное строительство, битва против компьютерного ума на любой выбранной карте, возможность создать собственную карту и мультиплеер. Развернуться есть где. Так или иначе, атмосфера игры не оставит равнодушным почти никого. Практически каждый, кто играл в нее хоть раз, оставил Stronghold 2 в своем сердце. Так что если вы не знаете, чем разнообразить свои вечера, рекомендую опробовать данное произведение. Причем неважно, какой у вас ПК. Эта игра заслуживает внимания любого геймера, а любителя RTS-стратегии тем более. Наша экскурсия по второй цитадели подходит к концу. Мне предстоит готовиться к празднеству. Сегодня бал и танцы. Кстати говоря, каждый, кто присоединился к моей цитадели и не поскупился на лайк, будет приглашен на сей праздник, достойный настоящих аристократов. Засим позвольте откланяться, благородные господа. Увидимся на балу. Не вступите в дерьмо на выходе. Ой, как же я мог забыть построить выгребную яму.